места, они будут называться добил. То есть это добил женьшеня, добил тиса, добил томата и так далее. То есть стволовая растительная клетка – это добил. Так вот, здесь проводится сравнительная характеристика каллусной структуры и той клетки, которую выделили корейские ученые. Те, кто был на открытии 1 октября в Петербурге и слушали выступление мистера До, так вот он говорил, что когда мы сделали это открытие, мы потратили 3 года на то, чтобы доказать всему миру, что мы на самом деле выделили бессмертную растительную стволовую клетку, потому что 160 лет ученые занимаются выделением растительных клеток, и все эти клетки были каллусом. Вот здесь сравнительная характеристика проводилась 57 месяцев. 57 месяцев – это даже не 3 года, это намного больше. Итак, теперь вы имеете понятие, как выглядит каллус. Это как раз компания, компания UNHWA и ее сотрудники в самом начальном этапе, когда еще был научно-исследовательский институт. И это обложка журнала Nature Biotechnology, в котором нужно было напечатать статью, о котором говорил Геннадий Иванович, чтобы получить признание мировых ученых. Так вот, чтобы напечататься в этом журнале, надо получить независимые отклики более чем от 20 ученых в мире, и только после этого вы получаете право на печатание статьи о своем открытии в этом международном журнале. Итак, это тоже подтверждение тому, о чем говорил Геннадий Иванович. Вот так вы... Ой, сейчас, секундочку. Вот так выглядели на начальном этапе объемы 10-25 литров реторты, в которых наращивалась культура. Вот так выглядели потом, а сейчас уже это тонна и больше тонны объемы выращиваемой культуры. И как раз заслуга компании UNHWA не только в том, что она сумела выделить именно стволовую клетку. Выделить – это одно, но нужно было научиться выращивать, культивировать и производить в промышленных масштабах. А это очень дорогое, трудоемкое производство. Илья Эрнестович вам сказал, что компания приобрела земли, где будет расширять производство, строить новые лаборатории, потому что вы знаете, что центров уже очень много, и продукция оказалась настолько востребованной, и настолько быстро пошли исследования и научные изыскания, тем более, что к 2016 году компания хочет получить лекарство от растительное, именно лекарство от рака и СПИДа, и сейчас проводятся научные исследования и испытания в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, естественно, промышленные мощности для производства фармацевтических препаратов раз, биоактивного питания два и косметики. Это все вот то, чем занимается корпорация UNHWA. Поэтому UNHWA Life – это компания, дочерняя компания, которая производит биоактивное питание и косметическую продукцию. Ну, об этом вам говорили уже Илья Эрнестович и Геннадий Иванович. Хочу сказать, что вот профессор Гарри Лейк – это как раз ученый, который одним из первых признал это открытие и призвал всех ученых мира обратить это внимание. Это ученый, который занимается исследованием СПИДа много-много лет. И как раз вот то, что стволовые клетки женьшеня оказывают такое активное влияние на увеличение НК-клеток, это свидетельствует о том, что идет активация иммунитета. А, к сожалению, мы сейчас просто гигантскими шагами идем к тому, что все жители мегаполиса, ну, может быть, это не касается тех, кто живет где-то далеко в горах и на природе, но все жители мегаполиса страдают именно неспецифическим иммунодефицитом.
Почему я подчеркиваю не специфический? Потому что специфический иммунодефицит – это как раз и есть СПИД. То есть колоссальное снижение иммунных клеток. Почему это происходит? Ну, с одной стороны, это негативное воздействие окружающей среды мегаполисов. Стресс. Стресс стоит во главе всего, потому что он активатор образования свободных радикалов. Это негативные структуры, которые повреждают клетки нашего организма. С другой стороны, мы сами виноваты. Мы не даем нашему организму работать. Что мы делаем, когда у нас появляется температура? Я понимаю, что нас приучила к этому советская власть, молодежь, наверное, сейчас по-другому немножко относится. Мы считали за подвиг с температурой, с соплями пойти на работу, да? Как раз то, что делать нельзя. Лучше наглотаться таблеток и идти на работу. А оказывается, лучше дать 3 дня организму потемпературить, дать ему возможность выработать вот эти НК-клетки, киллеры и хелперы, и дать возможность иммунитету выполнить свою функцию. Мы же, начиная вот с вот таких вот, пьем афлубины и тому подобное, все, что можно и нельзя, ну, в общем, кормим фармацевтическую промышленность, которая, последний раз, я не знаю, как у вас, но в Питере у нас отличилась, потому что детский афлубин просто делали из мела и продавали, в общем, что-то они на 300 миллионов не продавали. Вот вам, пожалуйста, да? То есть мы, гробя свое здоровье, кормим фармацевтическую промышленность и тех магнатов, которые за ней стоят. Так вот, как раз вот это открытие, оно лежит в основе того, чтобы вернуть нас, как говорится, к природе. И когда задают вопрос, а какие научные исследования были проведены по испытаниям вот тех растений, которые используются? Но если тысячелетний опыт древнекитайской медицины, японской, корейской медицины по применению корня жизни, корня долголетия того же женьшеня требует еще каких-то испытаний, то я уже не знаю, как по-другому, да? А как вот на меня подействует вот это? И я говорю, скажите, пожалуйста, вы ростки пшеницы или ростки вот, там, овса, еще каких-то растений ели? Ну да, это очень полезно. Я говорю, так вот это и есть меристемные клетки, кончики как раз вот этих ростков, это и есть стволовые клетки. То есть всю жизнь мы их употребляли, но мы не знали, что это стволовые клетки, да? А теперь, когда это перевели на промышленный уровень, на промышленный масштаб и сделали общедоступным, народ начинает пугаться. А почему? Ну, я очень жалею, что я не успела как бы перекачать и вставить эти слайды. Мне прислали из Бостона очень интересное исследование, но я к следующему разу приготовлю. Английский ученый потратил 10 лет на то, чтобы сфотографировать процесс оплодотворения человеческой клетки. То есть он создал там микронные чипы с камерами, все. И вот я Геннадию Ивановичу показываю это все. Так вот, 14 дней уже есть глаза, рот и мозг. А женщина еще даже может не знать, что она беременна. А почему пошел такой негатив против стволовых клеток? Человек слышит стволовые клетки, и все, он даже уже не слушает. Растительные, там еще какие-то стволовые. Все, уже обжегшись на молоке, начинают дуть на воду. Потому что брали абортивный материал. Абортивный материал — это 4, 6, 8, 12 недель. Это уже зрелый плод. Я вот включу эти фотографии все, чтобы было видно. Это уже дифференцированные клетки, высоко дифференцированные. Из стволовых там единицы. И в погоне за прибылью фильтровали, вводили, кололи и получили. То, что получили, ну за что боролись, то и получили. Да? Так вот, в отличие от человеческих стволовых клеток, растительная стволовая клетка вот никакого такого действия вреда на организм человеческий оказать не может. Тем более мы ее вводим перорально или перкутанно, через кожу. Да? Итак, вот так выглядит. Это я не буду вам как бы повторять, чтобы не тратить время. А мы сразу поговорим о той программе, которая вообще вот в Южной Корее стоит на государственном уровне. Для чего разрабатываются эти все новые продукты? Ну, на самом деле, когда вот жалко, не вижу я
Алену Кон, она бы подтвердила, когда мы столкнулись с одной дамой, которая въездная во всей Корее еще была, и долго мы ей рассказывали про нашу продукцию, она говорила, нет, да я такая вот крутая, мне там дарят самое лучшее. И потом увидела случайно брошюрку суперсерии, говорит, ой, а что это у вас? И выносит из соседней комнаты всю эту суперсерию только в исполнении Японии. Она говорит, вы неправильно произносите, потому что мы говорим UNHWA. И она не могла понять, что это такое, потому что корейцы говорят UNHWA, они H не произносят. И поэтому она никак не могла понять, о чем мы и говорим. И тогда она нам стала говорить, да вы не знаете, что это такое, да это так круто, да там все звезды только на этом, да по всем каналам только это, только UNHWA. То есть это на самом деле программа правительственная для того, чтобы, используя вот эти научные открытия и достижения, достичь средней продолжительности жизни корейца через 40 лет, 100 лет. Это средняя продолжительность жизни. Поэтому, видите, когда мистер До выступал, он говорит, ну, во-первых, они все не молодые люди, хотя выглядят вообще, ну, как огурчики. А все уже пенсионеры такого пенсионного возраста. Особенно мистер Цайк, если кто-то его видел, я думала, ему лет 40. Да? А он пенсионного возраста, ему 65 лет уходит. Вот представляете, показатель, да, приема препаратов. Так вот, что такое средняя продолжительность 100 лет? Он говорит, в компании UNHWA сотрудники будут работать до 80. А после 80 они будут пожинать плоды своего труда. Ну, это, конечно, мечты, но вот это как раз нас очень волнует. Наша продолжительность жизни в нашей стране оставляет желать лучшего и намного, да? Поэтому нам бы тоже очень хотелось использовать эти достижения для, в первую очередь, продления жизни. Но не в инвалидном кресле и в маразме, а именно в здравом уме, трезвой памяти и на своих ногах. Итак, это не просто красивая картинка. Это просто я сняла обложку профессионального журнала Cosmetic International за прошлый год номер 2. Потому что там есть очень интересная статья. Я когда прочла эту статью, я пришла к Максиму Николаевичу и говорю, Господи, для чего мы мучаемся, чего мы стараемся, когда вот человек, натуропат, написал статью, постелил нам красную дорожку и сказал «Welcome». Почему? Ну вот здесь вы можете почитать. Попейте витамины. Большинство из нас не раз слышали такой совет от участкового врача-терапевта. И большинство из нас не раз убеждались в том, что бодрости и сил после приема купленных наугад витаминов почему-то не прибавлялось. Возможно, проблема в том, что универсальных препаратов не существует, а может быть, просто надо знать, какие именно препараты являются именно универсальными. И в этой статье говорится о том, что вот мы дожили до 3-го тысячелетия и дожили до того, что в мегаполисах среди лета начали диагностировать врачи авитаминозы. Такого не было раньше никогда. Люди покупают овощи и фрукты в магазинах, едят их. И что они получают? Ну вот мы как раз эту проблему с Геннадием Ивановичем обсуждали, что вот он уходит на повышение в университете и в МАТО, и говорит, что патологоанатомы выступают и говорят, трупы не разлагаются. Мы консервируем себя на самом деле вот теми нитратами, пестицидами, ГМО и всем, чем только можно. И вот в этой статье натуропаты говорит, да, вы можете намазать на себя огурчики и там клубничку, которую вы купили в магазине. Ну, может быть, там частичка витаминов есть, но дело в том, что даже те витамины, помимо тех пестицидов, ГМО, нитратов и всего остального, что там есть, они не усваиваются. Наш организм потерял способность усваивать эти витамины. Почему он пишет, что первой ступенью и первым компонентом, который нужен нашему организму для усвоения всего того, что мы вводим в свой организм, это адаптогены. И вот там была картинка, это женьшень, радиола розовая, китайский лимонник и элеутерокок.
И вот что такое адаптогены? Ну, вот здесь вот так и написано. Адаптация организма к стрессу представляет собой сложнейший многоуровневый процесс с участием большого количества органов. То есть что делают адаптогены? Они помогают нашему организму очень быстро приспособиться к неблагоприятному влиянию окружающей среды и восстановиться после большой нагрузки. Они не являются стимуляторами. Ну, следующий компонент там будет йод. Это тоже обязательный продукт, который необходим нам. Почему? Потому что йод – это вещество, которое отвечает за выработку гормонов щитовидной железы. Ну, может быть, вот там в Сочи хорошо. Когда я выступала в Сочи, я говорю, вам грех жаловаться, у вас тут море, солнце, и вообще все прекрасно. А у нас, я говорю, 6 месяцев солнца мы не видели. Да еще с летним временем нам совсем худо. Уходим по темному, приходим по темному. В общем, очень плохо перенесли эту зиму многие с этим временем. И когда меня на работе, я еще на другой работе работаю, спрашивают, ну как вы так, вот вам столько лет, а вы все время улыбаетесь, работаете. А потом, когда они узнали, что я еще по выходным в командировке летаю то туда, то сюда, они говорят, ну удивительно, вот мы молодые, нам по 20, по 30 лет. Я говорю, ну вот, пожалуйста. И это на самом деле так. И вот это уже наше творчество. Мы объединили продукты, которые дают здоровье. Получая здоровье через энергию женьшеня и пользуясь косметикой, мы получаем красоту, а соединив это все вместе, мы можем получить долголетие. Ну, это вот наша компания в Петербурге, кто не видел. Это наш магазин наконец-то открылся. Вот. И поговорим теперь о действии. Геннадий Иванович частично употреблял, какие действия оказывают добру на организм. Да, когда-то, когда все было хорошо, 30, 40, 50 лет назад, наш организм прекрасно сам справлялся, потому что, получая нормальную рыбу, нормальные продукты, фрукты, мы получали все те антиоксиданты, которые регулировали и подавляли действие свободных радикалов. А что относится к антиоксидантам? Витамин А, витамин Е, витамин С, все нормальные витамины. Учитывая вышесказанное, витаминов нам не хватает, антиоксидантные процессы нарушены, а вот стрессов хватает выше крыши, да? И агрессивное воздействие свободных радикалов оказывает негативное действие на организм. Но в лучшем случае оно блокирует клетки, в худшем случае оно их разрушает. И разрушает все клетки на всех уровнях. И когда произвели исследования, выяснилось, что добиул, независимо от того, какой добиул, женьшень, тис, меристемная клетка томата или другая, она обладает более высокой антиоксидантной активностью, чем самая высокая активность, которая раньше считалась у ретиноевой кислоты, у витамина А. Это был самый мощный оксидант раньше. Так вот, в научных исследованиях это доказано. Ну, дальше. Активация НК-клеток мы разобрали. Антиоксидантная активность. Обратите внимание, конечно, ТИС исследовали как противораковый препарат, да? И вот здесь, вот на этой картинке показана как раз противоопухолевая активность. Это контрольная группа, а это действие клетки ТИСа на опухоль. Вот такая реакция. Дальше, для кожи из косметики, обратите внимание, ультрафиолетовое облучение – это тоже негативное воздействие на нашу кожу и проникновение свободных радикалов, их агрессивное воздействие на коллаген, что ведет к раннему старению кожи. Итак, вот здесь, ой, извините, не ту кнопку нажала. Вот здесь на этом графике очень хорошо видно. Перед УФО, после, да, и вот стволовая клетка дикого женьшеня, она защищает от потери коллагена по сравнению с актиноевой кислотой. То есть она защищает более мощно, коллаген теряется меньше.
Вот такое действие тех препаратов, введенных то ли внутрь, то ли снаружи, которые разрабатывала компания UNHWA. Итак, это развитие продукции, общее положение, план развития, много сегодня об этом упоминалось, а это график как раз тот, о котором я вам рассказала. Это первое, торможение старения, то есть хроностарение. Что такое торможение хроностарения? Это стимуляция выработки фибробластов, то есть собственных наших стволовых клеток, которые ответственны за выработку эластинно-коллагенового комплекса. Фибробласт, он является стволовой клеткой для выработки в дальнейшем всех веток клеток, да? И на каком-то этапе даже адипоцит, когда он еще начинает только свою дифференцировку, он до третьего типа дифференциации, между прочим, адипоцит, жировая клетка, вырабатывает коллаген. Он уже знает, что он будет жировой клеткой, но он еще по привычке в начальной стадии вырабатывает коллаген. То есть все клетки на начальной стадии, фибробласты, они ответственны за производство коллагена. А коллаген – это упругость, это молодость нашей кожи, это связки хорошие, это хорошие межпозвоночные диски, это наша молодость всего организма. Ультрафиолетовое воздействие мы разбирали и защита от свободных радикалов. А теперь мы поговорим именно уже конкретно о продуктах. Итак, эффективность добио, полученная из дикого женьшеня, богатые натуральные концентрированные соки дают нам такой прекрасный продукт, как лайфейт. Ну, те, кто уже не первый раз, те знают, в каком виде у нас есть лайфейт. По 28 пакетов в коробке, по 7 пакетов в коробке. Это пакетик вот такого оранжевого цвета. Обратите внимание, оранжевый цвет. Вот сейчас первая наша акция «Весна в феврале». Почему? Ну, потому что депрессия, нехватка света, астенизация от нехватки витаминов. Очень тяжело мы переживаем зиму и очень тяжело входим в весну. Да, мы знаем, что весна все равно придет, морозы когда-то закончатся. Но их еще нужно пережить. Вроде уже потеплело, а сегодня опять у вас 28. Как-то так не очень хорошо на улице. А негативное воздействие холода – это тоже стресс для организма полный. И вот в такое время нельзя худеть, нельзя сидеть на диетах. А у нас после Нового года святое дело. 10 дней жрали, а потом надо худеть. Вот этого в такую погоду делать нельзя. Почему? Потому что это просто дополнительный стресс для организма и дополнительная выработка свободных радикалов и угнетение организма. А вот сейчас лишний пакетик лайфейда принять, если вы хотите себя оградить от лишних калорий, не помешает. Почему? Да потому что это полный комплекс микроэлементов, витаминов, адаптогенов. Поэтому он, с одной стороны, тонизирует, повышает иммунитет, оздоравливает организм. Он прекрасно подавляет аппетит. За счет чего? Не за счет того, что он дает много калорий. У него всего 60 калорий на 120 мл. А за счет того, что действуют адаптогены. Они улучшают настроение, улучшают самочувствие. Да, очищают организм. За счет чего? Обратите внимание. Агава составляет основную массу. Да? 12,5 добио женьшеня. Морковь. Это источник натуральных каротиноидов, источник провитамина А, из которого будет вырабатываться антиоксидант. Раз. Витамин А необходим для волос, для ногтей, для глаз, для кожи, для всего, что нам нужно. Груша и яблоко – это натуральные пектины, которые с одной стороны являются консервантами, а с другой стороны вот они как раз нормализуют
работу пищеварительного тракта за счет улучшения функции поджелудочной железы. Томат. Ну, томат – источник ликопина. Это вещество, которое было открыто в прошлом веке, и выяснили, что ликопин принимает активное участие в холестериновом обмене. С другой стороны, всегда томат был источником солей, микроэлементов, которых нам так иногда не хватает. И опять же витамины А, Е и мощнейшая антиоксидантная активность. Китайский лимонник – еще один адаптоген, который помимо женьшеня сюда входит. То есть два адаптогена уже, да? Но помимо того, что адаптоген – это еще источник таких микроэлементов, как магний, медь, цинк, никель, которые очень нужны нам для волос, для ногтей, для нормальной функции нервной системы. Опять же, витамины. Но и вам хорошо видно, вы можете, как бы я здесь писала очень подробно, что еще в древних манускриптах упоминается, что это вещество, которое препятствует потере блеска в глазах и истечению потери энергии из организма. А вот такое растение, то есть такое вещество, как экстракт косточек грейпфрута, это тоже где-то в прошлом веке, во второй половине прошлого века, ученые, особенно швейцарские ученые, очень много уделяли исследованию этого экстракта и выяснили, что это очень ценная вещь. Во-первых, подавляет грибы, подавляет вирусы и обладает противопаразитарной активностью. Да, они горькие, да, они противные, вот чуть-чуть могут давать горчиночку. Но мы уже имеем очень много отзывов о том, что, а вы знаете, как у нас хорошо после вашего сока. Вы пошли обследовались, а у нас хорошие анализы. У нас нет никаких паразитов, в кавычках глистов, да? Вот представьте себе один такой пакетик и сколько он полезных вещей дает для нашего организма. Давайте теперь сразу поговорим, как принимать. Очень много задают вопросов, потому что, ну, я, к сожалению, появилась в компании немножко попозже, в апреле месяце только, и на самых начальных первых этапах, вот как корейцы написали, так всем и говорили: пейте с утра натощак. Я стала немножко по-другому говорить, потому что новый продукт для вашего организма. Пить натощак может только абсолютно здоровый человек с неповышенной кислотностью. Почему? Ну, потому что даже наши школьники, закончив школу, имеют, как правило, хронический гастрит, хронический холецистит и массу всяких таких хронических, да, из-за неправильного питания и из-за всяких последствий. И вот когда мы начинаем вот так говорить: выпей натощак, ну, это надо быть очень здоровым человеком. Да? А вот если вы начнете этот продукт принимать сначала после еды или разведя с водой, у вас нормализуется работа всего пищеварительного тракта, а вот потом, пожалуйста, пейте как хотите. И потом, всегда новый продукт вводить в организм нужно очень осторожно. Как принимать вообще? Вот сейчас 1-2 пакетика в день. До самого тепла, до самого хорошего солнышка. Потому что сейчас организм находится в очень неблагоприятном состоянии. И по воздействию негативного погоды, природы и всего остального. И мы очень трудно выползаем после зимы. Поэтому вот это, можно сказать, скорая помощь. Если же вы носите пакетик с собой на работу, вот на работе между перерывами, между едой, вы можете его выпить не разводя, не после еды, а просто вместо еды. И как раз вот для тех, кто следит за своим весом, очень неплохо принимать пакетик этот 4 часа дня. Он прекрасно подавляет аппетит, подавляет чувство голода, повышает избирательность вкуса, подчеркиваю, и тогда вот честно вы придете и не нажретесь на ночь. Извините за грубое выражение, да? Ну, по-другому нельзя сказать. Потому что бегаем, работаем, нам некогда выпить воды, нам некогда поесть, мы заняты и негде поесть, а вот приходим вечером домой, и организм хочет скомпенсировать. А если вы начинаете сейчас в такое неблагоприятное время себя ограничивать,
начинается дискомфорт, который может закончиться болезнью. Следующий продукт – это DDB-20. То, о чем говорил Геннадий Иванович. Чистая культура. И вот это чистая культура стволовых клеток женьшеня. Лиофильным способом, то есть при быстрой заморозке, минус 40 градусов, отфильтрованная культура высушена, расфасованная, причем расфасованная вручную. И обратите внимание, вот здесь вот в крышечке, это не просто крышечка, там находится специальный поглотитель влаги. Поэтому, если вы хотите в будущем там с кем-то разделить, то вот пустые баночки, у кого сохранились, вы их не выбрасываете, потому что вот эту культуру в простую баночку отсыпать не очень хорошо. Она, как любой порошок, будет на себя сорбировать влагу. А здесь будет вот эта крышечка помогать сохранить ей. И самое главное, ну вот жалко, здесь не сфотографировали, но я когда читаю в интернете лекцию, я стараюсь показать ту ложечку, которая входит в эту коробочку. Я когда увидела эту ложечку, я еще не видела фильм, что этот порошок посудят вручную. Я говорю, вы знаете что? Вот о том отношении корейцев к этому продукту можно судить по ложечке. Я говорю, кому не нужны ложечки, сдайте мне для кофейного сервиза. Очень красивая ложечка. Так вот, эта ложечка мерная. Может быть, где-то у кого-то нечаянно остались первые материалы, в которых написаны чайные ложки. Ради Бога, извините, это были как бы ляпсусы до меня. Значит, вот есть мерные ложечки. И вот эта мерная ложечка без горочки – это доза. Максимальная лечебная доза – 2 вот таких ложечки. Как принимать адаптогены? Дело в том, что адаптогены обладают свойством накапливать энергию в организме. Поэтому адаптогены постоянно в одной дозе никогда не принимают. Вот их принимают, потом снижают, а потом только отменяют. И тогда организм, вот все, что он накопил под действием адаптогена, он выводит наружу, и человек себя очень хорошо чувствует. Поэтому для здоровых людей, подчеркиваю, для нормальных здоровых людей, которые много работают, которые рано встают, поздно ложатся, далеко ездят, не успевают поесть и тому подобное, 1 мерная ложечка, без горки. Вот вы ее можете принимать натощак, под язык, запивать водой. Ее же можете заваривать водичкой, как зеленый чай, 60 градусов, разводить в пиалке вот эту культуру, потом доводить до нужного объема и обязательно вместе с этой культурой выпивать. Но бывают ситуации, когда вот как тяжелая зима, еще человек по своему рождению флегматик, а работает он как сангвиник, и, естественно, сил у него физических и психоэмоциональных не хватает. И была ситуация, вот Геннадий Иванович как раз обращался со своей знакомой и говорит, вы знаете, а ей 1 ложечка, ну вот никак, она пьет там 2-3 недели, ей никак. Вот ей добавили 2 ложечку, через 3 дня догналась 2 ложечка. Поэтому это чисто индивидуальный подбор, но опять же 2 ложечку очень ненадолго и только здоровым людям с большой физической нагрузкой. Неделю, сейчас 10 дней, но максимум 2 недели мы пьем вот эту вот 1 ложечку, а потом мы эту дозу начинаем делить. Или через день, или пол-ложечки, еще неделю, 10 дней, и пол-ложечки делим еще раз, потом уже не разделить эту четвертушечку, вот четвертушечку вы пьете до конца 1-2 раза в неделю. Это для нормальных, да? Это для нормальных людей, для здоровых, да, и вот так вот, сведя на нет прием адаптогена, допили, можно сделать перерыв. Ну, когда лучше делать перерыв? Естественно, уже летом, весной, когда будут фрукты, когда будет зеленая трава, когда будет солнце, когда будет тепло, когда у нас будет дополнительный источник силы и хорошего настроения. Зимой, конечно, не очень хорошо. Давайте теперь поговорим не о совсем здоровых людях. Так как вот многие партнеры говорят, вы знаете, а здоровым мы попробуем, вот докажи, что им надо. В основном обращаются те, у кого уже есть проблемы.
Но не будем отказывать тем, у кого есть проблемы, но будем подходить к этому очень осторожно. Поговорим о гипертониках. Вот те люди, у которых есть незначительное повышение давления, которые знают об этом, которые следят за этим, которые принимают какие-то препараты, отслеживают все. Вот они могут принимать, но от обратного, как говорится, да, начать с четвертиночки, дойти за месяц-полтора до ложечки, а потом пойти обратно. Почему так? Дело в том, что сам женьшень, особенно вот в таком виде, не спиртовая настойка, вот такая, да, сухая культура, он не повышает давление. За счет чего может произойти повышение артериального давления? Если у человека есть уже гипертония, у него есть изменение сосудов, а женьшень обладает свойством повышать сократительную функцию миокарда. И что происходит? Ну, сердечко было дрябленькое, потом сердечко окрепло и стало хорошо и мощно прокачивать кровь. А сосуды-то измененные, и они начинают сопротивляться. И за счет вот этого сопротивления измененных сосудов может возникнуть кратковременное повышение артериального давления. Поэтому все говорят, ой, а гипертоникам же нельзя. Так вот, если начать от обратного, этот гипертоник уберет сладкое, жирное, соленое, острое, да еще проведет хорошую программу очистки, да еще увеличит постепенно физическую нагрузку. И у нас были ситуации, когда за 70 далеко этой паре было, они пропили этот DDB еще до того, как я появилась, и я говорю, что вам не надо было, у вас все-таки, она говорит, ой, доктор, что у меня давление понизилось на 20 миллиметров ртутного столба, мне доктор препараты снизил, мы теперь на даче еще сено накосим. Вот, а люди, которым далеко за 70. Вот, поэтому подход должен быть индивидуальный. Но с другой стороны, почему я так подробно рассказываю? Может быть, это неинтересно и как бы нудно и долго, но дело в том, что я консультирую все время, и когда мне звонят наши партнеры и говорят, а вот у него давление за 200, ему как DDB с лайфейдом принимать? Я говорю, ему вообще нельзя никак принимать. Положили трубку, перезвоню через 5 минут. А у него инсульт 3 дня назад случился, так все-таки ему можно принимать, чтобы он быстрее на ноги встал? Вот поэтому, извините меня, я разжевываю вот так вот подробно, может быть, не всем интересно, но чтобы не было вот таких казусов, все-таки в погоне за прибылью, чтобы все-таки думали немножко не нанести вреда. Самое главное. Потому что вот такой бездумный подход, он дискредитирует продукт и компанию. И мне бы не хотелось, чтобы это происходило. Понятно с DDB все? Да, пожалуйста. Я слышала мнение физиотерапевта, что нельзя адаптогены людям, у которых хоть какой-то воспалительный процесс в организме, даже простуда и Значит, это как раз вот следующее дальше. Почему нельзя таким людям? Нет, можно этим людям, но под лечение. Почему это происходит? Значит, вопрос был такой, что физиотерапевт сказал, что людям, у которых есть какой-то воспалительный процесс, им нельзя принимать адаптогены. Если человек хочет стать здоровым, то ему можно принимать адаптогены. А почему так сказал физиотерапевт? Вот следуя из того, что я перечислила, и Геннадий Иванович перечислил выше описанного, что делают адаптогены, особенно женьшень? Они стимулируют выработку киллеровых хелперов. Это лейкоциты. И когда наконец-то мы количество своих лейкоцитов довели до нормы, что происходит? Обострение всех хронических заболеваний. Это норма. Потому что нельзя вылечить хронь, не переведя ее в острое заболевание. И я стараюсь на лекциях, и когда вот в интернете читаю лекции, об этом говорить. Что да, если вы принимаете, с первой баночки, может быть, не будет, а со второй баночки получите обязательно. Вы получите обострение всех хронических заболеваний. Курильщики получают хроническое обострение, тяжелейшее бронхита, многие бросают курить.
Обостряются болезни суставов, если они не аутоиммунные, а если они воспалительного характера. Что в такой ситуации делать? А вот в такой ситуации параллельно на фоне приема DDB провести противовирусное, противобактериальное, физиотерапевтическое лечение и вылечить это хроническое заболевание. Да, это не так быстро, потому что, извините, хроническое вы нарабатывали годами. И за месяц, и за неделю вы это не вылечите. Может быть, это будет не один курс. Но, подняв иммунитет, в следующий раз вы гриппом заболеете с температурой 39, а не 37. И вот тогда, в такой ситуации, вам нужно будет просто лечь, 3 дня полежать и попить симптоматические препараты. Чай, малину, мед. И в крайнем случае что-нибудь из жаропонижающих, но тогда, когда уже на самом деле за 39. До 38 это температура лечебная. Это гибнут вирусы. Кому нельзя принимать DDB? Вот лучше бы вы этот вопрос задали. Тем людям, у которых есть аутоиммунные заболевания, помимо того, что давление за 180 и 200, да, это уже мы проговорили. Вот аутоиммунные заболевания, те, которые лечатся подавлением иммунитета, и люди принимают препараты, подавляющие иммунитет, вот им DDB противопоказан в любом виде, потому что он вызовет тяжелейшее обострение. Это единственное, что. Очень много вопросов по аутоиммунным заболеваниям. Дело в том, что, вот, например, в Сочи очень много было вопросов по псориазу. И опять, значит, возник вопрос, псориаз и очень много заболеваний, которые неизвестны этиологии. До конца наша наука до сих пор не знает, почему это происходит. И дабы вот оградить себя от всего, доктора говорят, ой, наверное, это все-таки там и аутоиммунный процесс есть, да? И я вот перечисляю эти вопросы, говорю, все-таки очень осторожно. А ко мне подходит молодой человек в перерыве, закатывает свои рукава и говорит, вот посмотрите, я пропил DDB, я много лет страдаю псориазом. Вы посмотрите, какая у меня хорошая кожа стала. И стоит рядом человек, который задавал этот вопрос, я говорю, ну это вот как раз подтверждает вот сказанное мной, что мы до конца не знаем. Да, может быть, у одного это аутоиммунный процесс, а вот у другого это вот так. Поэтому, когда есть проблема, начните с мизера, поднимите до верха. Если увидите улучшение, ну слава Богу, значит по чуть-чуть. Главное, не нанести вреда. Вот. Разобрались с DDB? Если возникнут вопросы, можно еще потом задать. Но знаете, что компания вложила очень много денег, закупив очень большую партию вот того DDB, потому что теперь это сырье, и южнокорейская компания его перевела в другой немножко вариант, и будет следующий у нас вариант DDB-20, чуть-чуть больше баночка, не 10, а 15 грамм, более тонкий помол, потому что там просто были клетки культуры, здесь будет вот такой вот более тонкий помол, но она будет и намного дороже. Поэтому пока есть DDB, берите. Открою тайну, но вчера для лидеров Илья озвучивал. Сейчас у нас акция, если кто видел в интернете на сайте, на Санкицан. А сразу после Дня влюбленных у нас начинается акция 23 февраля на DDB. 10. Ну вот, хотела не рассказывать про DDB Popular Edition, но выяснилось, что все-таки, ну, примерно 200 баночек каким-то образом мы получим. Расскажу. Очень хорошая вещь, потому что в составе, помимо стволовых клеток женьшеня, еще и очень интересные культуры, такие как чага, гриб рейши, кардицепс, лешенка, древесный гриб колос, лакрица, жужоба. Ну, очень ограниченная поставка будет, всего лишь 200 баночек. И когда будет, ну, в общем,
Как будет, мы вам объявим. Почему так? Всего лишь 200. Ну, потому что чага у нас в России зарегистрировано как противораковое лечебное средство, и мы не смогли никак доказать, что это препарат не лечебный для здоровья. И так как не только UNHWA Европа не смогла его зарегистрировать, то компания его снимает с производства и в ограниченном количестве вот будет поступать вот так. Почему? Потому что вот это все в древнекорейской, китайской, японской медицине, особенно грипп-рейши, это используется веками. Для нас это лечебные продукты. Даже грипп-рейши, он входит в дорогие косметические средства, он входит в лечебные средства. Но в Китае его ценят даже больше, чем 100-летний женьшень по своим свойствам. Древесный гриб-колос тоже обладает, вот любой из этих компонентов, какой вы пальцем не ткнете, красной строкой будет идти противоопухолевое действие. А дальше и улучшение кровообращения, и повышение работоспособности, и тому подобное, и тому подобное. Что такое кардицепс? Ну, во-первых, кто работает в тенши, те знают, что такое кардицепс. Это очень мощный, можно сказать, природный антибиотик. По-другому не скажешь, но он обладает еще, помимо антибиотика, массой полезным действием. Это иммунорегулирующее, бактериостатическое действие. Он улучшает работу и кровоснабжение мышц миокарда. Он обладает антиоксидантной активностью. Он снижает уровень липидов, то есть противохолестериновым действием обладает. Чистит организм за счет выведения токсических шлаков, улучшает функцию печени, почек и, в общем, очень много пользы. А что это такое? Вы видели на этой картинке, да? Вот кардицепс. Это он лежит на листочке, а на самом деле это вот такая вот животное. Почему? Потому что полцикла он проводит как живое существо, как живой организм, а полцикла как гриб. Как это происходит? Прорастает гриб, прилетает бабочка, споры попадают на бабочку, потом, когда бабочка становится куколкой, споры попадают внутрь, они съедают эту куколку, прорастают в землю и вырастают грибом. Вот это кардицепс. Но я всегда как бы привязываю все к действительности. И, ну, наверное, очень многие из вас смотрят или смотрели «Доктора Хауса», и там одна серия есть, когда его там увезли куда-то к какому-то высокопоставленному там разведчику или чиновнику, или еще что-то, и он умирал. И когда он его посмотрел, говорит: ну вы знаете, остался только кардицепс. Если кардицепс вам не поможет, я вам тоже не помогу. Так что можете себе представить, насколько мощное действие. И почему вот так это лекарство, в отличие от синтетических антибиотиков, не могут к нему микробы приспособиться. Потому что это каждый раз разный препарат. Да? То есть разная бабочка, вот. И поэтому не вырабатывается у микробов привыкание, так как к синтетическому препарату. Лешенка. Лешенка по своему действию очень... По своему действию, по природе, она очень похожа на куриное мясо. И по пользе воздействия на организм тоже. Считается, что если в вашем рационе есть 1% лешенки, холестерин снижается на 11%. И все это вот такой вот арифметической зависимости. Пожалуйста, посмотрите действие гриба рейши. Ну, имейте в виду, как бы вот то, что будет, я вам рассказала, чтобы вы знали, что, может быть, это у нас будет. Итак, объединив Лайфейд вместе с DDB, получили прекрасную очистительно-оздоровительную программу 7 Days, которая обладает мощным детоксицирующим действием, очень легкое очищение с овощным питанием и, естественно, при добавлении физической нагрузки очень хороший результат. Что входит в эту программу? Обратите внимание,
Вот это бамбуковая соль. Она морская, насыщенная йодом. А я вам говорила, что йод – это обязательный компонент для нормальной работы щитовидной железы, так как является основой для производства гормонов. Обработан бамбуковым экстрактом красного бамбука и в кристаллах, введенный через язык в организм, выполняет дренажную функцию. Потому что когда мы натрий хлор вводим через термическую обработку, он наоборот задерживает жидкость. А вот когда мы просто кристалл после еды на язык употребляем, он оказывает очень хорошее насыщение микроэлементами и оказывает дренирующее действие. Дальше. Чай 7 Days. 2 прессованных вот таких пакетика. Значит, вот 7 пакетиков и по 2 таблеточки. Что входит в эту таблеточку? Сюда входит 72% DDB, то есть чистой культуры DDB. 28% фруктоолигосахаридов. То есть это специальным образом обработанная фруктовая клетчатка, которая при попадании в желудочно-кишечный тракт разбухает, сорбирует на себя шлаки, увеличиваясь в объеме, раздражает стенки кишечника и оказывает очищающее действие. Но она же является питательным средством для нормальной микрофлоры кишечника. То есть за счет этого происходит лечение дисбактериоза. Раз. Плюс DDB оказывает потенцирующее действие на иммунитет, улучшает тонус, улучшает настроение, подавляет аппетит и входит в программу 28 пакетиков лайфейта. Как проводить программу очищения? Ну вот сейчас очень хорошо проводить программу очищения, начиная сейчас, да, на убывающей Луне. Потому что когда убывает Луна, организм готов отдавать. И все очистительные программы, что внутри, что снаружи, желательно начинать после полнолуния. Для того, чтобы ее провести, нужно подготовиться. За 3-4 дня исключить белки, убрать жареное, соленое, жирное, острое, перейти на легкие каши, фрукты и овощи. И с утра кашку, лайфейт и стаканчик напитка из брикетиков. Как заваривать? Если вы хотите получить быстрый эффект и провести программу за неделю, то вы тогда выпиваете обе вот эти таблетки, завариваете их на пол-литра и в течение первой половины дня выпиваете. Если же вы просто хотите провести оздоровительно-очистительную программу, и у вас не стоит задача быстро сбросить 4-5 килограмм, то вы можете заваривать по одной таблеточке и выпивать 2 пакета лайфейта, добавляя фруктово-овощной сок в виде свежевыжатого сока морковно-яблочного и, опять же, салаты, овощи, кашку и фрукты. Тогда у вас это растянется на 2 недели. Обратите внимание, кому нельзя проводить эту программу. Люди, которые не могут в качестве своего заболевания, у них нет возможности уменьшить колораж, потому что любая очистительная программа связана со снижением количества калорий, которые вы вводите в свой организм. Вот больным, которые не могут позволить себе снижение этих калорий, особенно кто страдает сахарным диабетом, да еще инъекционные вводят препараты, вот им как раз нельзя ограничивать калории, потому что любое ограничение неконтролируемое может привести к падению сахара и гипогликемии. Это то, что компания готовит в будущем. Ну, естественно, как вы поняли из предыдущего рассказа, немножко голодно на той программе, да? И овощи надо, и кашку, и фрукты. Народ ленивый не только у нас, а в Корее тоже. Некогда всем. Поэтому компания разработала новую программу 7 Days, которую можно проводить без включения вообще чего-либо. Потому что здесь будет 21 пакет сока, но сок будет уже обогащен специальными пищевыми волокнами. То есть вы выпили пакетик и уже считаете, что поели. Потому что пищевые волокна будут разбухать внутри, они будут давать сытость, чувство сытости,
Вот. Опять же, полностью весь минеральный комплекс и комплекс витаминов. Потому что, когда мы начинаем себя ограничивать, мы теряем витаминный комплекс, то чего нам не хватает. Дальше. Готовая еда с собой. Шейкер, когда вы высыпали пакетик в шейкер, развели водичкой, разболтали, выпили, и уже у вас обед. Первый и последний день 2 раза вы кушаете, а внутри 5 дней по 1 пакетику. Опять же, очень много волокон, очень много добел. Обратите внимание, какое количество, необходимые витамины и микроэлементы. Ну и все равно поесть что-то надо, и поэтому еще будет вот таких пакетиков на программу именно с чипсами. Чипсы будут специальным образом приготовлены, они будут содержать витамины, они будут содержать добио, они будут содержать диетические волокна. То есть практически вы можете взять это с собой на работу. Если некогда там бегать, есть фрукты, овощи, там еще что-то, можно проводить будет вот такую очистительную программу. Их еще нет пока, да? Нет еще пока, да. Итак, витаминно-тонизирующий пищевой гель с анкицам. Вот на него объявлена акция. Вот сейчас до 14 февраля продается с 10% скидкой. Очень интересный продукт. Он у нас тоже в очень ограниченном количестве, к сожалению, потому что вот из-за его состава UNHWA USA не смогла его залицензировать, а как только один партнер не может залицензировать продукт, компания его снимает с производства, потому что продукты производятся на всех. Обратите внимание, это всего лишь 40 калорий, 40 мл